Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. И сегодня я предлагаю связать вот такую очаровательную маленькую салфетку крючком. Давайте рассмотрим ее поближе. Здесь есть рельефные столбики, сложные столбики в серединке. Мы с вами все подробно разберем ряд за рядом. Схема состоит из 9 рядов. Если вам нравится эта салфеточка, поставьте большой пальчик вверх, мне будет очень приятно. Это помогает продвижению канала. Спасибо, что пишете комментарии. Также хочу напомнить, что у меня есть канал на Яндекс.Дзене, группа ВКонтакте и в Телеграме. Все ссылки я оставляю в описании под видео. Можете перейти по ним и там найти меня. Вязать эту салфетку я буду из ниток Коко от Виты Катон. Это стопроцентный мерсеризованный хлопок в 50 граммах, 240 метров. Цвет у меня 308-51 белоснежный. Крючок буду использовать 1,5 миллиметра. Вы берете свои нитки и подходящий под них крючок, но рекомендую брать ниточки не очень тонкие, чтобы был заметен рельеф, проглядывались все фактурные столбики. Итак, делаем скользящую петлю, три воздушные петли, 1, 2, 3, это начальный столбик с накидом, и в кольцо провязываем 15 столбиков с накидом. Итого получится 16 столбиков, считая первые 3 воздушные петли подъема. Давайте провяжем их самостоятельно и встретимся. Подошли к концу ряда, провязали 16 столбиков с накидом, затягиваем за хвостик кольцо и делаем соединительный столбик в 3-ю воздушную петлю подъема в вершину начального столбика с накидом. Соединили. Первый ряд у нас готов. Вяжем второй ряд. 2 воздушные петли, 1, 2, и сюда же в этот столбик, куда мы делали соединение, провязываем столбик с накидом и еще 1 воздушная петля. Это шейка сложного столбика. Итак, мы провязали столбик, 2 ножки и общая шейка. Далее 4 воздушные петли, 1, 2, 3, 4. И теперь делаем кластер вокруг вот этой шейки. Итак, сделали накид, заводим крючок. Можно первый столбик вставить вот в петлю, которая у нас над 2 столбиками, чтобы он не соскользнул. Но это только первый столбик, мы так схитрим немножко. Вытянули накид и вокруг столбика обвиваем ниткой. Провязываем второй столбик с накидом не до конца. 3 петли закрываем. Далее 2 накида. В следующий столбик с накидом провязываем вот такой столбик сложный. Давайте вместе еще раз. Вставляем крючок в следующий столбик, вытягиваем ниточку. Закрыли первый накид. Накид. Сюда же вставляем, вытянули ниточку, закрываем накид. Теперь через 3, через 2, 4 воздушные, 1, 2, 3, 4, накид, и вокруг шейки этого столбика заводим крючок под столбик, под его вершину, провязываем кластер из 2 столбиков с 1 накидом,
первый столбик, накид, и сюда же вокруг столбика второй столбик с накидом не до конца. 3 петли на крючке, закрываем. Еще раз. Таких лепестков у нас также будет 16. В следующий столбик закрыли накид, накид, сюда же второй столбик с накидом, через 3, через 2 петли, и снова делаем такой же. Вот арочка у нас из 4 петель, и под ней кластер. Итак, 4 воздушные, 1, 2, 3, 4, и заводим крючок под вершину столбика, под шейку его, закрываем. Вот что у нас получается. Продолжаем вязать самостоятельно по рисунку и встречаемся в конце ряда. Подходим к концу ряда, провязали последний кластер и соединяем вот в петлю, в которую мы провязывали первый столбик с накидом, вершину сложного столбика на двух ножках. Так, соединили. Второй ряд у нас готов. Вяжем третий ряд, делаем соединительный столбик под арку из 4 воздушных петель. 3 воздушные, 1, 2, 3. Это начальный столбик с накидом. Еще одна воздушная петля, арка. И в эту арку из 4 петель провязываем второй столбик с накидом, 1 воздушная, третий столбик с накидом, 1 воздушная и 4 столбик с накидом. Далее идет арка из 7 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, накид, пропускаем следующий вот лепесточек и в следующую арку также провязываем 4 столбика с накидом, между ними по 1 воздушной петле. Первый столбик, сюда же в эту арку, второй столбик, воздушная петля, третий столбик, воздушная и 4 столбик. Вот такой веер из 4 столбиков. Далее снова 7 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Пропускаем арку и в следующую вяжем такой же веер из 4 столбиков. Все, продолжаем вязать по рисунку. Подходим к концу ряда, провязали последнюю арку из 7 воздушных петель и соединяем в 3 воздушную петлю подъема вершину начального столбика с накидом. Соединили. Третий ряд у нас готов. Вяжем 4, 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Это начальный столбик с накидом, 2 воздушные петли, арка, 1, 2, накид, в следующий столбик, во второй столбик с накидом, 2 воздушные, 1, 2, накид, в следующую арку из 1 воздушной петли между вторым и третьим столбиком столбик с накидом. Теперь делаем пико из 3 воздушных петель, 1, 2, 3, и в вершину последнего столбика с накидом делаем соединительную петлю. Соединили, накид, и в эту же арку провязываем еще 1 столбик с накидом. Провязали. 2 воздушные, 1, 2, столбик с накидом в следующий столбик с накидом, 2 воздушные, 1, 2, в следующий столбик, в 4 на веерочке, столбик с накидом,
И теперь столбик без накида в следующую арку из 7 воздушных петель. Накид. В следующий столбик переходим к следующему вееру и в первый столбик провязываем столбик с накидом. 2 воздушные, мы уже повторяем раппорт. Столбик с накидом в следующий, во второй столбик. 2 воздушные, в следующую арку столбик с накидом, пико из 3 воздушных. Соединяем вершину последнего столбика. И еще один столбик с накидом в эту же арку. 2 воздушные, столбик с накидом в следующий столбик, в третий. 2 воздушные. И в четвертый столбик столбик с накидом. И теперь в арку из 7 воздушных столбик без накида. Вот так. Все, вяжем по рисунку и встречаемся в конце ряда. Подходим к концу ряда, провязали последний столбик без накида в арку из 7 воздушных и делаем соединительный столбик в третью воздушную петлю подъема, но будем его делать не обыкновенно вставлять крючок в петлю в третью, а заводим крючок как бы сзади наперед, выполняем его рельефным изнаночным. Четвертый ряд у нас готов. Вяжем 5 ряд. 2 воздушные петли. Это у нас третья ножка сплита, которую мы доделаем в конце ряда. Далее 2 воздушные, 1, 2, накид. Вокруг следующего столбика с накидом мы провязываем рельефный изнаночный столбик с накидом. Заводим крючок сзади наперед вокруг столбика. И закрываем попарно петли на крючке. Провязали рельефный изнаночный столбик с накидом. Далее 2 воздушные петли. Вокруг следующего столбика также провязываем рельефный изнаночный столбик с накидом. Провязали 7 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, накид, пропускаем пико, перепрыгиваем и вокруг следующего также провязываем рельефный изнаночный столбик с накидом. Две воздушные, 1, 2, вокруг следующего столбика рельефный изнаночный столбик с накидом. Его еще называют задним. 2 воздушные. И теперь у нас идет сложный сплит. Накид. Первая ножка вокруг следующего столбика также рельефный изнаночный. Столбик с накидом не до конца. 2 петли на крючке. Накид. Теперь заводим крючок под арку из 7 воздушных. Провязываем накид. И третья ножка. Сделали накид. Вокруг первого столбика следующего также рельефный изнаночный. Вот на следующем лепесточке 4 петли закрываем. Вот такой сплит. 2 воздушные, еще раз повторим раппорт. Столбик рельефный изнаночный вокруг следующего столбика. 2 воздушные, рельефный изнаночный столбик вокруг следующего. 7 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Пропускаем пико вокруг следующего рельефный изнаночный столбик. 2 воздушные, следующий рельефный изнаночный столбик с накидом. 2 воздушные и снова делаем сплит. Первая ножка вокруг следующего столбика с накидом, рельефная изнаночная. Накид, под арку провязываем столбик с накидом не до конца, накид, и третья ножка рельефная изнаночная вокруг следующего столбика с накидом на следующем вот фестончике. 4 петли закрываем. 2 воздушные. Так,
Все, продолжаем вязать по рисунку и встречаемся в конце ряда. Итак, провязали последнюю арку из 2 воздушных петель, и нам нужно доделать начальный или конечный сплит. Провязываем первую ножку, рельефный изнаночный столбик с накидом не до конца, накид, столбик с накидом под арку, 3 петли на крючке, и теперь вставляем крючок во вторую воздушную петлю подъема в вершину вот 3 ножки. Вытянули ниточку и протягиваем через все петли на крючке. Таким образом формируем сплит. Так, все. Ставим на свои места все столбики. 5-й ряд у нас готов. Вяжем 6-й ряд. Воздушная петля подъема и столбик без накида сюда в вершину сплита. Выполнили начальный столбик без накида. Далее 3 воздушные петли арка 1, 2, 3. Пропускаем 2 арочки из 2 петель и в следующую арку из 7 воздушных провязываем столбик с накидом ближе к правому уголочку. 2 воздушные, еще 1 столбик с накидом в эту же арку, 2 воздушные. И теперь нам нужно крючок вставить в саму арку, в среднюю петлю. Вот так ее можно оттянуть, найти серединку арки и втыкаем крючок непосредственно вот в цепочку, в 4-ю петлю. Так как у нас арка из 7 воздушных, средняя это 4-я, и провязываем столбик с накидом. Далее 3 воздушные петли, накид, и в вершину последнего столбика с накидом столбик с накидом. Вот такая арочка у нас из 3 петель будет на верхушке лепесточка. Накид, и сюда же в эту петлю на арке из 7 петель провязываем еще 1 столбик с накидом. Две воздушные петли, 1, 2, и в эту же арку из 7 воздушных петель провязываем еще 1 столбик с накидом, 2 воздушные и последний столбик. Итого 6 столбиков с накидом. 2, потом 2 у нас в центр приходится и 2 после верхушечки. Итого 6. Далее 3 воздушные петли, 1, 2, 3, столбик без накида в вершину сплита. 3 воздушные. В следующую арку из 7 петель вяжем 1 столбик с накидом, 2 воздушные, 2 столбик с накидом, 2 воздушные, и теперь провязываем в середину арки в среднюю воздушную петлю 1 столбик с накидом. Теперь делаем петельку наверху, 3 воздушные петли и столбик с накидом в вершину последнего столбика с накидом. И в эту же воздушную петлю провязываем еще 1 столбик с накидом. 2 воздушные, столбик с накидом в эту же арку из 7 петель, 2 воздушные и последний 6 столбик в эту же арку. И теперь 3 воздушные, 1, 2, 3, столбик без накида в вершину сплита. Так, ниточка рассвоилась, сейчас переделаем. Вот так. Итак, подходим к концу ряда, провязали последнюю арку из 3 воздушных петель и соединяем вершину начального столбика без накида с соединительной петлей. 6-й ряд у нас готов. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все правильно. Посмотрите, какая красивая у нас
Уже салфетка вырисовывается. Ее уже можно ставить на блокировку, и получится снежинка. Вяжем 7 ряд. 3 воздушные петли, 1, 2, 3, начальный столбик с накидом, еще 3 воздушные, 1, 2, 3, это арка, и сюда же в вершину столбика без накида, куда мы делали соединение, провязываем еще 2 столбика без накида, первый и сюда же второй. Эта ракушечка у нас будет из 4 столбиков. Первый столбик мы доделаем в конце ряда. В следующий столбик с накидом столбик без накида. В следующую арку из 2 петель 2 столбика без накида. В следующий столбик столбик без накида. В следующую арку 2 столбика без накида. В следующий столбик, подошли к макушечке лепестка, и в арку из 3 воздушных петель провязываем столбик с накидом, 3 воздушные петли и еще 1 столбик с накидом сюда же в эту арку. Такая петля у нас наверху лепесточка. В следующий столбик с накидом, который у нас выходит, вот у нас галочка, вот в этот столбик, во второй столбик без накида, в следующую арку 2 столбика без накида, в следующий столбик, в арку 2 столбика без накида и в следующий столбик с накидом. Вот так обвязали лепесток. Накид. В следующий столбик без накида провязываем ракушку, 2 столбика с накидом, 3 воздушные петли и еще 2 столбика с накидом сюда же в этот столбик без накида. Вот такая ракушка из 4 столбиков. В следующий столбик с накидом столбик без накида, в следующую арку 2 столбика без накида, в столбик столбик без накида, в арку 2 столбика, в столбик, и теперь верхнюю арочку столбик без накида, 3 воздушные петли и еще 1 столбик без накида сюда же в эту арку, в столбик, в арку 2 столбика, в столбик, в арку 2 столбика без накида и в следующий столбик. Далее идет ракушка. Все, продолжаем вязать самостоятельно по рисунку и встречаемся в конце ряда. Итак, обвязали последний лепесток, выполнили столбик без накида, столбик с накидом, и нам нужно доделать ракушку. Провязываем столбик с накидом, куда мы делали присоединение в предыдущем ряду, вот в основу нашей ракушечки. Это первый столбик ракушки, и соединяем в 3-ю воздушную петлю подъема соединительной петлей. 7 ряд у нас готов. Вяжем 8 ряд, делаем соединительный столбик в следующую арку, 3 воздушные петли, начальный столбик с накидом, 3 воздушные петли, 1, 2, 3, это арка, и в эту же арку провязываем еще 2 столбика с накидом. Делаем такую же ракушку из 4 столбиков. Первый столбик также провяжем в конце ряда. Далее 2 воздушные, 1, 2, пропускаем 3 столбика без накида и в следующие 5 провязываем по столбику без накида. 1, в следующий 2, 3, 4 и 5.
Подошли к угловой арке, в нее провязываем столбик без накида, 3 воздушные петли и еще один столбик без накида сюда же, в эту арку. Такая же петля у нас на уголочке. В следующие 5 столбиков по столбику без накида, второй, третий, четвертый, пятый, 2 воздушные, 1, 2, пропускаем 3 столбика без накида, 2 столбика с накидом и в арку на ракушке провязываем такую же ракушечку, 2 столбика с накидом, первый, второй, 3 воздушные петли, 1, 2, 3 и еще 2 столбика с накидом сюда же в эту арку. Вот, ракушка готова. 2 воздушные, пропускаем 2 столбика с накидом, 3 столбика без накида и в следующие 5 также по столбику без накида. Формируем уголочки. Теперь верхнюю арочку из 3 воздушных петель также провязываем столбик без накида, 3 воздушные петли и еще один столбик без накида в эту же арку. И в следующие 5 столбиков по столбику без накида. Третий, четвертый, пятый, 2 воздушные петли, арка. Все, продолжаем вязать по рисунку и встречаемся в конце ряда. Провязали последние 5 столбиков без накида, 2 воздушные петли, арка и доделываем ракушку, провязываем еще один столбик с накидом в следующую арку из 3 воздушных петель и соединяем в 3-ю воздушную петлю подъема вершину начального столбика с накидом. 8-й ряд у нас готов. Вяжем 9-й ряд. Соединяем в следующую арку 3 воздушные петли, начальный столбик с накидом, еще 2 столбика с накидом сюда же, в эту арку, 3 воздушные петли. Здесь можно делать не 3 воздушные, а пико, но я буду делать 3 воздушные. Потому что из этой салфетки я буду делать панно, и мне удобнее натягивать на раму за эти петельки. Накид. И в эту же арку провязываем еще 3 столбика с накидом. Такая же ракушка, но немножечко пошире, из 6 столбиков. Далее 2 воздушные петли. В следующий столбик, вот группа из 5, в первый столбик, столбик без накида, 2 накида сделали. И теперь вот смотрим, у нас галочка и перед ним 1 столбик с накидом. Вокруг него провязываем рельефный лицевой столбик с 2 накидами. Провязали. Следующий столбик мы пропускаем и в следующие 2 по столбику без накида. 2 накида. Вокруг следующего столбика с накидом, вот на галочке, провязываем рельефный лицевой столбик с 2 накидами. Пропускаем столбик и в следующий столбик без накида. Теперь в арку из 3 воздушных петель столбик без накида, 3 воздушные, 1, 2, 3 и еще 1 столбик без накида сюда же в эту арку. В следующий столбик без накида, столбик без накида. Давайте посмотрим, что получается. Сделали 2 накида. И вот у нас галочка, второй столбик. Вокруг него провязываем рельефный лицевой столбик с 2 накидами. Пропускаем столбик без накида в следующие 2 по столбику
без накида. Сделали 2 накида и в следующий столбик вставляем крючок спереди назад и провязываем рельефный лицевой столбик с 2 накидами. Столбик без накида пропустили и в последний столбик, вот он у нас получается перед аркой, провязываем столбик без накида. Вот такой у нас лепесточек. 2 воздушные, арку из 2 петель пропускаем и в следующую арку из 3 воздушных провязываем ракушку из 6 столбиков. 1, 2, 3, 3 воздушные петли и еще 3 столбика с накидом сюда же, в эту арку. Ракушка готова. 2 воздушные. Переходим к следующему лепесточку. Столбик без накида, в следующий столбик без накида. Далее рельефный лицевой столбик с 2 накидами вокруг столбика с накидом, который находится вот под ним, он прям вниз. Спускаемся. Так, пропускаем столбик в следующий столбик без накида и еще один в следующий. Провязали 2 столбика и снова рельефный лицевой столбик с 2 накидами вокруг первого столбика вот на галочке. Пропустили столбик без накида в следующий столбик, теперь в арку. 3 воздушные и еще один столбик без накида в эту же арку и в следующий столбик, столбик без накида. Далее рельефный лицевой с 2 накидами вокруг второго столбика на галочке. Так, столбик пропускаем в следующий столбик без накида. Так, и еще в следующий. Рельефный лицевой с 2 накидами вокруг следующего столбика с накидом и в последний столбик, столбик без накида, 2 воздушные и снова идет ракушка из 6 столбиков. Все, продолжаем вязать по рисунку. Подходим к концу ряда, делаем соединительный столбик в вершину начального столбика с накидом в 3 воздушную петлю подъема, прячем хвостики и ставим салфетку на блокировку. Ну вот, я сняла салфетку с блокировки. Не забыла зафиксировать и вот эти арки в центре салфетки, и пико. Ну и, конечно же, внешние кончики лепесточков. Посмотрите, какая красавица у нас с вами получилась. Нарядная салфеточка. Я думаю, вы не пожалели, что присоединились и связали вместе со мной эту очаровательную салфетку крючком. Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх. Не забывайте подписываться на мой канал. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек и до новых встреч!